обучения модели машинного обучения достаточно много времени уходит на оптимизацию гиперпараметров модели. Почему они называются гиперпараметрами? Потому что сами исходные данные, которые мы загружаем в модель, они называются параметрами. Ну так сложилось, независимые переменные, некоторые параметры, на основании которых мы предсказываем решение. И модель машинного обучения, она по факту делает как раз оптимизацию этих параметров, чтобы выдать максимально точный ответ. То есть у нас есть заданный ответ, у нас есть параметры, которые должны этому ответу соответствовать, и мы оптимизируем эти параметры, чтобы максимально точно в этот ответ попасть. Вот, поэтому оптимизация параметров – это работа самой модели машинного обучения. Однако, чтобы нам модель машинного обучения сделать более точной, ну, то есть она уже работает каким-то образом по какому-то алгоритму, вот чтобы этот сам алгоритм улучшить, оптимизировать веса этого алгоритма, его какие-то исходные значения, этот процесс называется оптимизация гиперпараметров, чтобы его отличить от оптимизации, собственно, параметров. Так вот, оптимизация гиперпараметров модели достаточно сложный процесс, и в ряде случаев он еще и трудоемкий. В чем он обычно заключается? У нас есть несколько дополнительных весов или дополнительных множителей. Например, если мы говорим про линейную регрессию, это могут быть коэффициенты на веса. То есть, например, некоторые дополнительные множители альфа и модуль весов, которые у нас есть к параметрам. То есть у нас есть уравнение линейной регрессии, y равно сумма аит xit и равно единице от n. И к этой сумме мы еще прибавляем, например, альфа аитых плюс альфа сумма аитых. И в этом случае у нас есть один параметр, гиперпараметр нашей модели линейной регрессии. То есть вот коэффициенты, если аиты, они находятся по методу наименьших квадратов, то есть есть некоторые уравнения, как нам найти эти коэффициенты. После этого наше выражение y равно сумма аитых xитых, оно уже наилучшим образом оптимизирует наши данные под нужное решение на основании модели линейной регрессии. Но мы эту модель можем улучшить, если введем некоторые ограничения, например, на веса, которые будут использоваться при решении, чтобы эти веса были, скажем так, чуть менее точные, однако смогли лучшим образом обобщать исходные данные. То есть мы получим, возможно, решение с чуть большей ошибкой, однако оно будет обладать большей обобщающей способностью. Так вот, поиск вот этого коэффициента, например, альфа это и есть как раз гиперпараметр модели, и состоит задачей оптимизации гиперпараметров. Ну, модель линейной регрессии, их может быть не так много, там альфа, бета, гамма, например, 3 параметра плюс, например, включаем мы нулевой член в свободный член в уравнении или нет. То есть параметров не так много. Для случайного леса и градиентного бустинга у нас, например, этих параметров могут быть десятки. То есть мы там можем количество листьев, количество информации в листьях, глубина дерева рассматривать, например, скорость хождения Ленинг-Рейта, скорость обучения, количество деревьев, если мы про модель случайного леса говорим, и так далее. То есть вариантов, как нам оптимизировать саму модель, оптимизировать гиперпараметры модели достаточно много. Вот чтобы нам не запутаться в них и чтобы нам провести их за короткое время, существует два основных подхода, скажем так, жадный поиск или поиск по сетке и там поиск случайный поиск. В чем он заключается? Например, у нас там есть параметр альфа, бета, гамма. Альфа у нас меняется, например, мы хотим задать от 0,01 до единицы, бета у нас меняется от 0,1 до 100, и гамма у нас меняется, например, от 5 до 50. Вот у нас есть некоторая сетка. Ну, то есть, даже если мы зададим некоторый шаг, хотя бы 0,005, не очень большой, мы здесь получаем там 200 значений, здесь мы получаем, например, еще 100 значений или еще 200 значений. И здесь мы получаем, например, 40 значений, то есть 200 на 200 на 40.
Если мы это все перемножим, то мы получим достаточно большое пространство этих самых гиперпараметров. То есть у нас здесь получается 40 тысяч, еще на 40 помножить, мы получаем 1,5 миллиона возможных гиперпараметров модели, и это еще как бы они не очень точны. Вот чтобы нам не сильно, скажем так, умереть при оптимизации гиперпараметров, вот эту вот сетку, то есть как бы, ну то есть каждое значение из этих 1,5 миллиона наборов, оно соответствует какому-то кортежу, скажем так, гиперпараметров в этом пространстве гиперпараметров. То есть это может быть, например, 0, 0,5 альфа, например, 1 бета и, например, 6 гамма, ну и так далее. Или там любое значение, там их 1,5 миллиона будет. Вот поиск по сетке говорит, что мы давайте возьмем, например, альфа-дам. Ну, если у нас очень большой возможен разброс, то берут логарифмическую шкалу, то есть альфа там 1 тысячная, альфа, например, 1 сотая, альфа 1 десятая, единица. 4 значения, бета, значит, у нас 1 десятая, а единица 10, 100. И там гамма, например, если у нас всего в 10 раз различаются границы параметра, то могут взять просто, например, несколько характерных значений между, например, 5, 20, 45 и 50. Вот. И таким образом мы все пространство наших гиперпараметров, мы некоторо укрупнили сетку и сказали, что теперь у нас здесь 4, здесь 4 и здесь 4. То есть всего у нас уже 64 возможных варианта, не 1,5 миллиона, а 64 возможных варианта гиперпараметров мы можем достаточно быстро перебрать. После того, как мы находим какой-то из этих вариантов, это называется поиск по сетке, естественно, он выполняется с помощью перекрестной валидации, то есть мы бьем нашу выборку на несколько частей и проверяем значение модели, результат работы модели с данным набором гиперпараметров на одной части, обучив модель на 4, например, если на 5 частей разбиваем, или на 9, если на 10 частей разбиваем, остальных вещах. То есть у нас есть весь набор данных, и мы, соответственно, бьем, ну, например, на 5 частей. Вот здесь вот мы обучаем, а здесь проверка. И еще 4 там возможных варианта, потом мы соединяем значения и получаем итоговое значение, проверив всю модель на всей обучающей выборке. Так вот, проведя, скажем так, укрупненный поиск по сетке, потом в районе найденного значения, то есть, например, мы нашли там, что у нас где-то 0,1, 1, ну, то есть я подбираю, и 5, эти параметры, гиперпараметры, они выдали самую меньшую ошибку модели. Теперь в районе этого поиска, в районе этой точки, мы можем уточнить наш поиск, взяв опять-таки несколько там значений вперед и назад, например, 3 или 5 значений, то есть, например, взяв, например, 0,95, 0,98, там 1, 1,02, 1,05, ну, для первого параметра, точнее, для второго параметра, для первого параметра взяв 0, там, 0,95, 0, 0,98, 0,1, ну и так далее. То есть, взяв некоторую окрестность этой точки, оптимальной точки гиперпараметров, оптимального набора гиперпараметров, и проведя уточняющий поиск в ней. Таким образом, мы можем, скажем, найти для данного набора данных, для данной выборки наших данных, некоторый оптимальный набор гиперпараметров. Понятно, что это там не гарантирует, что для всех наборов данных он будет таким, однако в целом в районе вот как раз найденной точки значение ошибки обычно минимально. И как в целом выглядит там, функция значения ошибки, то есть если у нас, вот, например, параметр альфа, у нас он меняется от 0,001 до там, единицы, он меняется. Здесь у нас ошибка модели. И ошибка модели, она может выглядеть, например, таким вот образом, что в районе некоторой точки у нас ошибка модели, она будет минимальна. Нам эту точку, собственно, нужно найти. Мы ее можем найти, ну, то есть точно найти ее сразу сложно. Мы там свалимся сначала в какую-то окрестность, и потом итеративным подбором мы эту точку найдем. Соответственно, нам важно, чтобы у нас исходное пространство гиперпараметров было достаточно мелкой сеткой накрыто. Ну, то есть бьет как минимум там, ну, вот 5 на 5 на 5, не меньше, чем 5. Лучше, конечно, 10, но опять-таки зависит от вычислительных ресурсов. И находит некоторый минимум локальный, и уже его исследует
как ведет себя ошибка нашей модели с вот этим набором гиперпараметров в этом локальном минимуме. Значит, случайный поиск оптимального набора гиперпараметров на самом деле мало отличается от сеточного поиска, просто мы из всего набора там кидаем в случайные места значения, также мы можем кинуть, условно говоря, там 60 разных точек, и на основании вот этих вот замеров, скажем так, зондов, зондируем пространство наших гиперпараметров. На основании результата этого зондирования мы получаем некоторую информацию вот этой вот кривой ошибок нашего пространства гиперпараметров модели, ошибки модели в пространстве гиперпараметров, и пытаемся уже выявить там, в зависимости от брошенных зондов, какой-то локальный минимум. Ну, понятно, что и один подход не очень хороший, другой подход не очень хорош. То есть мы можем с помощью, например, сеточной не попасть просто в нужный минимум, например, можем свалиться вот сюда. То есть там найдем, что, например, мы вот здесь вот взяли значение, вот здесь вот взяли значение, вот здесь вот взяли значение, вот здесь вот взяли значение. И потом мы свалимся в локальный минимум, а то, что есть некоторые глобальные, мы просто не найдем. Вот. Естественно, то же самое возможно при таком случайном поиске этого самого минимума. Однако достаточно мелкая сетка гиперпараметров, то есть по 5, по 10 значений каждого изначально, и там, у вас получится там сколько-то наборов гиперпараметров нужно модели перебрать, оно в целом для большинства задач гарантирует, что вы найдете оптимальный набор гиперпараметров. Однако оптимизация гиперпараметров – это обычно последнее, что делают при работе, при обучении модели машинного обучения, потому что оптимизация гиперпараметров, она вам не способна, условно говоря, в 10 раз улучшить качество. То есть ее там на последних шагах обычно там подкручивают там на несколько процентов, может быть даже десятков процентов, там, условно говоря, в 2 раза вам модель лучше начнет предсказывать значения, однако в 10 раз просто на основе оптимизации гиперпараметров она предсказать, скорее всего, не сможет. Поэтому про оптимизацию гиперпараметров всегда нужно помнить. Однако, если вы наблюдаете какие-то большие проблемы с точностью текущей модели, то, видимо, нужно поменять модель, выбрать какую-то другую описательную функцию, либо взять ансамбль моделей, например, но сначала остановиться на модели, на точности модели, а потом уже оптимизировать гиперпараметры этой модели и смотреть, чтобы они лучше всего для данной модели, для данного класса модели решали поставленную задачу.